Contrary to popular belief, the conduct of nations on the international stage is almost never driven by moral considerations, but rather by a shadowy cocktail of money and geopolitics. As such, when you see the mouthpieces of the ruling class begin to demonize a foreign country, the first question in your mind should always be what is actually at stake here. For some time now Russia, China, Iran, and Syria have been in the crosshairs. Once you understand why, the events unfolding in the world right now will make much more sense. Уже опытные. Мы с вами, я сейчас не буду просить, чтобы вы это все, вот так, как я скажу, отражали в своих материалах, влияли на прессу там или как. Я просто вам, вот знаете, хочу вам лично сказать, напомнить какие-то вещи. Ведь мир избавлен от крупномасштабных войн и военных конфликтов. Мы с вами все об этом знаем. Благодаря так называемому стратегическому балансу, который был достигнут после того, как две суперядерные державы договорились фактически о сдерживании и в росте наступательных вооружений, и о сдерживании в системах противоракетной обороны. Потому что для всех понятно, если одна сторона развивает противоракетную оборону успешнее, чем вторая, то она приобретает преимущество, и у нее появляется искушение использовать это оружие первой. Поэтому это один из краеугольных камней международной безопасности. Система противоракетной обороны и договоренности в этой сфере. Я далек от того, чтобы кого-то ругать, обвинять в чем-то. Но когда наши партнеры американские вышли в одностороннем порядке, они нанесли колоссальный удар, или вот это был первый удар по международной стабильности с точки зрения возможности нарушения баланса сил стратегического. Тогда я сказал, мы сейчас не можем развивать эти технологии, поскольку дорого, во-вторых, еще неизвестно, как они будут работать. Мы не будем просто деньги палить. Мы пойдем по другому пути, мы будем совершенствовать ударные системы, чтобы сохранить баланс. Только для этого. Не для того, чтобы угрожать кому-то. Нам ответили, это вот не наша система не против вас, а то, что вы делаете, мы исходим из того, что это не против нас. И делайте, что хотите. Я думаю, что вот такой столько вопроса связано было с тем, что это же начало 2000-х годов. Россия находилась в очень сложном положении. Развал экономики, фактически гражданская война и борьба с терроризмом на Кавказе, оборонная промышленность в развале, вооруженные силы в ужасном состоянии. Кому в голову приходилось, что Россия сможет наращивать стратегические вооружения? Наверное, думали о том, что пройдет некоторое время, имеющиеся, доставшиеся от Советского Союза вооружения будут деградировать. Поэтому сказать, делайте, что хотите. Но мы предупреждали, что мы будем это делать. Мы сказали об этом. И мы делаем. И я вас уверяю, сегодня Россия добилась существенных успехов на этом пути. Я сейчас не буду всего перечислять, но мы модернизировали наши комплексы. И успешно развиваем новые поколения. Я уже не говорю о системах преодоления, системах противоракетной обороны. Но наши партнеры, несмотря на все наши возражения, на все наши предложения о реальном сотрудничестве, не хотят с нами сотрудничать, отвергают все наши предложения и действуют по своему плану. Я сейчас не буду, некоторые вещи считаю даже пока некорректным говорить публично. Но можете мне верить, можете не верить. Мы предлагали конкретный элемент, конкретный вариант сотрудничества. Они реально все были отклонены. Но вот все-таки пришли к тому, что сейчас построили систему ПРО в Румынии. Говорили это все время о чем? Нам нужно защититься от иранской ядерной угрозы. Где ядерная угроза иранская? Ее нет? Договор подписали уже. И причем Соединенные Штаты были, по сути, инициаторами этого договора с Ираном. Мы помогли, мы поддержали.
Но если бы не позиция США, не было бы этого договора. И это, безусловно, заслуга президента Обамы. Потому что я считаю, это договор правильный, он разрядил ситуацию вокруг Ирана. И президент Обама может записать это, безусловно, в свой послужной список как результат своей работы на этом направлении. Но угрозы нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают. С нами неискренне, ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну, так оно и есть, на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть. Сейчас построили эту систему. Сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Томагавк» морского базирования. Значит, туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят. А вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться. Да, и о чем говорят? Это часть оборонного потенциала, не наступательного. Это, значит, системы, которые призваны оградить от агрессии. Это неправда, это не так. Стратегическая система противоракетной обороны – это часть наступательного стратегического потенциала. И все это работает в единой связке с наступательными ударными комплексами. Одни прикрывают, одни наносят упреждающий удар высокоточным оружием, другие прикрывают от ядерного ответного удара, третьи, значит, наносят сами ядерный удар. Это все в комплексе решается. В комплексе современном неядерного исполнения высокоточным оружием. Значит, ну ладно, вот эти противоракеты, которые будут развиваться и будут все больше и больше нам угрожать. Но вот в эти чехлы, куда закладываются эти ракеты, я же сказал, что они берутся с кораблей, и там эти шахты, так скажем, используются для томагавков. Но там можно вообще просто за несколько часов поставить туда томагавки и все. И это уже никакие не противоракеты. Откуда мы знаем, что там в этих шахтах находится? Нужно просто изменить программу. Все. Это работа абсолютно незаметная. Да румыны никто не будет знать, что там происходит. Их что, допускают румын туда, что ли? Никто не будет знать, ни румыны не будут знать, ни поляки не будут знать. Я знаю, как это делается. Это, на мой взгляд, это большая опасность. Вот когда-то мы обсуждали с нашими партнерами американскими, у них была идея создания баллистических ракет в неядерном исполнении. И мы им тогда сказали: слушайте, ну вы понимаете, что это такое или нет? Вот у вас будут стартовать ракеты с подводных лодок, с территории. Стартует баллистическая ракета. Мы же не знаем, есть там ядерная головка или нет. Какую угрозу вы будете создавать? Но, насколько нам известно, сегодня эта программа не осуществляется. Они ее остановили пока. Но это продолжают. К чему это все придет, я не знаю. Но я знаю точно, что мы вынуждены будем отвечать. Только я уже заранее знаю, чтобы нас будут обвинять в агрессивном поведении, хотя это только ответ.
Но ясно, что мы должны будем обеспечить безопасность не только свою, но нам очень важно обеспечить стратегический баланс в мире. И еще раз вернусь к этому и закончу ответ на этот вопрос с того, с чего начал. Вот именно этот стратегический баланс обеспечил, гарантировал мир на планете, гарантировал нас от крупных вооруженных конфликтов за последние 70 лет. И это благо. Хоть оно такое, знаете, основанное как бы на взаимной угрозе, но тем не менее взаимная угроза, она обеспечила нам глобальный мир на протяжении десятилетий. Как его можно разрушить, так я не знаю. Мне кажется, что это очень опасно. Не только кажется, я в этом уверен. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. We have been consistently reporting on a possible global conflict, World War III between the United States and its allies in the West, and Russia and its allies in the East. The dispute on the South China Sea has severely damaged the United States' relations with the People's Republic of China, after the Permanent Court of Arbitration in The Hague ruled that China's 9-line claim in the South China Sea and its land reclamation activities on islets are invalid and unlawful. The United States has been preparing to sail in the area under a so-called freedom of navigation principle. This has angered the Chinese. In August, the Chinese Defense Minister, Chang Wangquan, told his country's citizens to prepare for what he described as the People's War at Sea. Mr. Wangquan was referring directly to the United States' planned provocation under the pretext of freedom of navigation. China has since vowed to take all necessary measures available to protect its sovereignty over the South China Sea, revealing that it had the right to set up an air defense zone on the sea. China has also since been positioning and testing its nuclear weapons, and planning military drills on its waters with Russia. Even the United States has confirmed that China has tested an intercontinental ballistic missile, which is capable of striking everywhere in the world within half an hour. Moving away from the South China Sea, we arrive in Syria. It is an open secret that the civil war in Syria is a proxy war between the United States and Russia. Russia has even intervened physically on the request of the Syrian government. The United States, unable to get any invitation, has been openly and secretly arming many rebel groups in the country, with open plans to overthrow the Syrian government. Of course, since Russia honored the invitation of the Syrian government last year, the war has been turning in favor of the Syrian government, which was falling before Russia's intervention. As we speak now, tension is mounting between the United States and Russia. Nerves are at their highest since the Cold War era. The United States, at the moment, is sitting on tenterhooks. Many officials in the President Obama administration are frustrated and confused regarding the situation in Syria. The United States has announced that it has ended all contacts with Russia in Syria. This announcement by the United States comes as Russia, beginning on September 22, intensified its military operations in Syria, with the intentions to capture the city of Aleppo for the Syrian government. Diplomatic efforts to put an end to the fighting in Syria have collapsed. As the Aleppo operation continues, Russia has given the United States a stern warning not to take any action against the Syrian government forces. In fact, there are many Russian jet fighters stationed in Syria, ready to shoot down any United States jet fighter that attempts to strike on the Syrian government forces. These developments from Moscow are not going down easily with the United States. The United States Secretary of State, John Kerry, is said to have urged President Obama to intervene and face the consequences from Russia. He is said to have even favored a nuclear deterrent against Russia. However, it appears that before Kerry could even make this suggestion to President Obama, the Russians had already gathered intelligence on the happenings within the White House. According to WWIII, a Russian Defense Ministry television channel, the country has started preparing its citizens for a possible nuclear war with the United States because of the mounting tensions in Syria. Russia has since moved to deploy nuclear-capable Iskander missiles in its westernmost region, Kaliningrad, which borders on NATO members of Poland and Lithuania. Due to how the situation has become,
Some top officials at the United States Defense Headquarters have finally spoken. These Pentagon officials have admitted that World War III is imminent, and that it's going to be deadly and fast. The military generals were speaking on a Future of the Army panel in Washington. A conventional conflict in the near future will be extremely lethal and fast, and we will not own the stopwatch, Major General William Hicks said. General Hicks also stated that China and Russia's armies are becoming increasingly technological, and that the Pentagon was getting ready for violence on the scale that the United States Army has not seen since Korea. His comments were also echoed by Lieutenant Gen. Joseph Anderson and Chief of Staff, Gen. Mark A. Milley, who described war between nation-states as almost guaranteed. The generals also said apart from the conventional battle, cyber battle, too, has become a reality against the United States, revealing that even smaller nations are launching it against the country. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget.